Привет всем! Сегодня у нас первое видео в серии видео про Motion Tracking в Blender. И сегодня мы рассмотрим в этом уроке основные возможности, основные кнопочки, что и как работает, что и как делается. Для этого переходим в раздел Motion Tracking. Если у вас его здесь нет, то здесь вот надо будет нажать плюсик и здесь вот перейти в такой раздел. Первым делом добавляем видео. Вот появилось наше видео. Можно мышкой уменьшать, увеличивать. Так, и в настройках выбираем движок Cycles для корректного отображения теней при рендере. Также нам нужно подогнать в наших настройках, чтобы разрешение, точнее говоря, кадры в секунду и разрешение совпадало с тем видео, которое мы используем. Например, здесь у нас сказано, что 29-97 кадров в секунду. Да, здесь меняем это значение на 29-97. Здесь у нас разрешение тоже подгоняем под разрешение видео. Так. Так, затем нам здесь нужно в нашем видео настроить маркеры, да, по которым будет ориентироваться потом наша 3D-сцена. Можно выставить маркеры вручную. Для этого нужно находить такие места, которые выделяются на экране. Например, вот этот момент, да, здесь можно выставлять. Также нужно помнить, да, что камера движется, и нужно, чтобы желательно лучше, чтобы эти трекеры, они были на протяжении всего нашего видео. То есть, если мы, например, вот здесь вот сделаем трекер, а у нас камера уйдет влево, то где-то в начале видео вот эта местность, она уже уйдет за пределы экрана, и трекер он пропадет, сломается, его не будет. Но поэтому лучше находить такие точки, которые яркие, выделяются на общем фоне, и в то же время, которые будут в кадре на протяжении всего видео. И добавлять можно с помощью 3 способов трекеры. Можно зажать клавишу Ctrl и нажать в том месте, где мы хотим поставить трекер. Можно без Ctrl нажать здесь Add, и после этого у нас появится трекер при нажатии мышкой. Или же можно автоматически вот этой кнопочкой создать большое количество трекеров. Автоматически компьютер сам выбирает подходящие места. Их может быть гораздо больше, если картинка более такая яркая, да. Вот, и их будет просто огромное количество на весь экран. Вот. Важно, чтобы трекеров было не меньше 8. Если будет меньше 8, трекинг просто не сработает. Также рассмотрим некоторые здесь кнопочки. Normalize. Normalize — это у нас появляется возможность как-то редактировать наш трекер, да, может быть, форму его изменить, подогнать как-то. Вот эта кнопочка, она отвечает за масштабирование, за разворот трекера. Вот также с помощью клавиши G, да, можно двигать, как обычно, вот клавиша G двигает все объекты в нашей сцене. Вот. Потом, когда мы уже выставили необходимое количество трекеров,
здесь у нас есть вот такие вот кнопочки для того, чтобы начинать тречить нашу сцену. Можно делать это покадрово с помощью вот этой кнопочки. Вот. Идет покадровая обработка. И мы видим, что трекеры, они должны двигаться за теми пикселями, на которые они посажены. То есть не просто стоять на месте, да, они должны держаться того объекта, к которому они прикреплены. В этом суть трекинга. Можно покадрово. Для чего это нужно? Потому что иногда трекинг сбивается, соскакивает. Трекер может сбиться, сдернуться, да? И мы будем знать, на каком кадре у нас произошел срыв. И с помощью клавиши G мы можем подогнать туда, куда нужно. То есть мы можем отследить. Можно делать это не покадрово. Можно оттречить сразу все видео с помощью вот этой кнопочки. То есть вот пошло. Мы не работаем, не двигаем каждый кадр отдельно. Ну вот мы видим, да, что здесь вот, например, у нас сорвалось. Вот. И поэтому, конечно, как по мне, так удобней тречить покадрово. Сразу что-то увидел, сорвалось, и сразу там подправляешь. Так, что еще? Дальше. Когда мы оттречили всю нашу сцену, переходим в раздел Solve. И нажимаем здесь несколько кнопочек. Выделяем. Да, здесь еще можем посмотреть. Здесь вот у нас вообще в этой сцене получилось, так себе. Сейчас просто введем обзор кнопочек, что и как делается. У нас здесь куча битых просто трекеров, да, у нас рабочих осталось всего-то там, наверное, пара штук. Можем вот еще раз прогнать их, посмотреть, что у нас работает, что не работает. До конца у нас дожил один трекер. Какие-то умерли, какие-то ушли за пределы кадра. У нас дожил только вот этот трекер до конца. Слева. И здесь вот пока вот эти значения, если они идут ровной полоской, все плотненько друг к другу, значит трекинг идет нормально. Если в каком-то моменте выскакивает вверх или вниз, значит трекер в этом моменте дернулся. Мы можем дойти до этого момента, выделив вот тот трекер, который нам нужен, да, вот видим, вот этот зеленый скачок у нас здесь, мы выделяем вот этот вот трекер, и вот где-то с этого момента, например, мы видим, что он нас уже выдает ошибку. Мы можем использовать этот трекер только до этого кадра. Не то чтобы он у нас прям совсем битый, он будет использоваться только до этого кадра. Поэтому нужно, по идее, больше 8 делать трекеров, потому что не все вот так вот доживут, не все будут на всю сцену работать, поэтому нужно делать больше 8. 8 это минимальный минимум. Так вот, мы вернулись к этому моменту в нашем видео, и мы можем использовать вот эту кнопочку, чтобы удалить запись о дальнейшем. Начиная с этого кадра, запись о работе трекера дальнейшая, она стирается. То есть вот до этого момента, до 91 кадра у нас запись о трекере есть, а в дальнейшем, включая ошибку, все уже стерто. Так, дальше. Solve Camera Motion. Нажимаем кнопочку. И здесь у нас выдает гигантскую ошибку. Вот это значение должно быть не больше 1 целой. Тогда еще, значит, трекинг достаточно хороший. Если больше
одной целой. Ну, когда мы установим сцену, она будет у нас дергаться по экрану, потому что у нее нету нормальной привязки. Какие еще у нас тут есть кнопочки? Так, теперь мы установим Setup Tracking Scene. Вот, у нас появилась вот эта сцена. Не обращайте внимания, что она у нас отображается повернута непонятно как. Главное, что у этой сцены есть привязка к нашим трекерам. И сейчас мы немножко поиграем уже вместе с этой сценой. Ну, у нас привязки, в общем-то, нету, но когда, даже сейчас мы видим, да, что куб, он немножко сохраняет привязку, да, и есть определенное движение параллельное нашим парапланам, несмотря на то, что трекеров мало. Если трекеров больше, то мы бы даже, возможно, увидели, как он немножко поворачивается. Но я, честно говоря, удивлен, да, что трекинг, на удивление, удался гораздо лучше, чем я ожидал. Ну, при том, что мы делаем очень пробно, у нас недостаточное количество трекеров. А вот эта сцена. И эту сцену мы можем уже регулировать и подгонять так, как нам нужно. Мы можем поворачивать. Во-первых, мы добавляем уже модели, которые нам нужны. Удаляем модели, которые нам не нужны. Тот же куб, тот же plane. Поворачиваем так, как нам нужно. Главное, что у нас есть привязка. И, например, какие еще тут у нас кнопочки есть? Вот Set Origin – это выставление центральной точки нашей сцены. Например, мы можем выбрать вот эту точку, выделить куб, да, и Set Origin. И он у нас поменяет местоположение. Выделяем вот эту точку, Set Origin, вот, меняет. Также можем двигать по осям Z, X, Y, все вот это добро. Также G, Z нажимаем, вот, например, вверх-вниз, G, Y, вот куда-то сюда можем переместить. Но вообще, просто когда мы уже установили нашу сцену, мы переходим в Layout и работаем уже здесь. Здесь у нас уже камера, которая работает с теми ключами, которые уже у нас оттречились в разделе Motion Tracking. И в той сцене мы уже как раз и будем добавлять или удалять наши модели, добавлять или удалять освещение. Вот такой сегодня был короткий обзор возможностей, кнопочек, возможностей motion трекинга в Blender. И в дальнейшем будем рассматривать другие моменты, такие как освещение, наложение масок. Ну и в принципе попробуем сделать что-то не просто пробное, а действительно работающее.